Я хочу тебе задать такой вопрос. На сегодняшний день у тебя практически 27 тысяч подписчиков в Инстаграме. Как так получилось? Это танцы с бубнами, это, там, не знаю, боты, черная магия, что? Как так вышло? Ну, во-первых, черная магия – это основной источник фолловеров на нашей индустрии. Вот. Во-вторых, это просто интерес людей, каких-то людей. Да, я не вижу смысла накручивать людей, потому что от количества подписчиков я не стану круче колоть, я не стану круче человеком и так далее. Я могу ходить в спортзал и стану круче, там, сильнее, да, но накручивание фолловеров в Инстаграме или где бы там ни было еще, это последнее дело вообще. Слушай, как ты понимаешь, что им нужно вообще? Почему? Кто к тебе приходит? Это только твои, там, не знаю, это те клиенты, которые хотят сделать татуировку, или это мастера, которые им у тебя это людям в Инстаграме или им это моим клиентам? Людям в Инстаграме. Я не знаю. Кто они? Я не знаю. То есть я совершенно не понимаю. Ну, то есть я делаю то, что я умею делать. Я пишу веселые тексты, я делаю качественные татуировки, веду абсолютно такой нормальный образ жизни, насколько его можно назвать нормальным. И если это кому-то нравится, ну супер, я очень доволен. Если не нравится, они просто не подписываются, а втихаря смотрят и не лайкают. Видимо, так это делать. То есть у тебя нету какой-то такой стратегии, что вот сегодня я выставляю только фотографии? Все по наитию, все идет так, как должно идти. То есть понятно, что это какая-то площадка рабочая. Да, у меня еще есть личный Инстаграм, там мои мысли и наблюдения, не касающиеся вообще никакой работы. А есть рабочая площадка, да, где я выставляю свои работы, чтобы люди видели, зачем ко мне можно прийти, и что мне можно сделать, или чего я не делаю точно. То есть некая витрина все. Да. То есть некая витрина, которой ты особо не занимаешься, просто показываешь, как есть. Ну, особо не занимаюсь, это громкие слова, все-таки занимаюсь, все-таки я делаю и веду ее, да, но это не какой-то офигительный бизнес-план, это просто стратегия такая, как мне кажется, правильная должна быть. Знаешь, я когда готовилась к этому интервью, я заходила во все поисковики, вбивала, естественно, Ренат Карамба, что такое, и самые первые статьи это о том, как ты боролся с раком, как ты победил рак, все такое. В 2015 году ты закрыл свой блог, посвященный этому. Надоело? Перестала? Постоянно об этом спрашивают, что послужило причиной? Ну, во-первых, я его не закрыл, я его закончил. Цель этого блога была достаточно простая. Просто показать дневник онкобольного человека. В тот момент, когда мне сказали, что я нахожусь в ремиссии, нет смысла писать дальше. Все, я сказал спасибо, было весело, окей, возвращаемся к нормальной жизни. И этот дневник висит в Инстаграме как напоминание для тех, кто болеет, или для меня, что вот был такой период жизни. Вот и все. Я поняла. Смотри, я, как завещал наш добрый друг Юра Дудь, надо про интервьюера вообще найти какую-нибудь самую грязную информацию, какашку, грязное белье, что-нибудь такое, порыться, покопаться. Про тебя нет ничего плохого. Вообще, от слова совсем. Как так получилось? Ты святой? Нет, я просто удаляю все это, конечно, вовремя. Ну, конечно, Google все хранит, что? Не, ну какой я святой? Конечно, нет. Во-первых, я лысый, во-вторых, бородатый, не выгляжу как святой точно, но святые не так выглядят. Во-первых, они блондины все. И православные, наверное. Да нет, ну наверняка можно что-нибудь найти, может быть, не в интернетах, спросить школьных товарищей каких-нибудь, там что-то еще. Но стараюсь просто вести, не афишировать личную жизнь, так скажем. Есть рабочее пространство какое-то, да, интертеймент, но не личное. Личное останется моим, пускай остается. Как тебе удалось избежать той ситуации, наверное, ты в курсе, что когда собирают деньги на помощь какому-то человеку, сразу же появляются мошенники, много вот этой дезинформации, еще чего-то. Как тебе удалось этого избежать и сохранить лицо при этом, при всем? Избежать чего? Избежать вот каких-то обвинений в том, что ты нецеленаправленно собираешь средства. Ну, это достаточно просто, потому что я ежедневно, в общем-то, афишировал свою жизнь на тот момент. Полностью все, что со мной происходило в больнице, в момент лечения. И, конечно, и были какие-то обвинения, и угрозы даже были, и куча всякого говна происходило. Но поскольку я человек максимально открытый, всегда говорил, что если у вас есть вопросы, можете приехать ко мне и задать их лично. Всегда. Вот номер палаты, вот там мой адрес личный, домашний. И как ты думаешь, сколько людей приехало? Ни одного. Ну, как бы. А я наслушался прям вот много говна. И, как я и говорю, что те деньги, которые мы собирали, ребята собрали мне, и друзья мои, и коллеги.
достаточно большое количество, ровно то, которое мы рассчитали необходимое для лечения, они даже остались. И эти деньги я дал в детское отделение Ронца, собственно, поскольку это не мои деньги. Это деньги, которые выделены на лечение. Мне хватило, окей, теперь кому-то еще пригодятся. То есть у тебя получается, знаешь, некая такая несостыковка, у меня точнее, получается, когда я тебя слушаю. С одной стороны, ты говоришь, что ты максимально открыт, да? С другой стороны, ты говоришь, что ты стараешься личную жизнь все-таки вести отдельно. Все верно. Что касается личной жизни вне болезни, это мое личное. Количество жен, количество денег у моих детей и так далее, это все остается за кадром. Что касалось болезни, мне было интересно показать, как человек болеет и что с ним происходит. Все аспекты его жизни. Моральные, материальные, какие-то грязные, в чем он ходит, как он живет, где он живет и так далее. Как происходит там в ситуации с нашим здравоохранением. Все это мне интересно было показать. Но это был вот период, который я показал, и это отдельная история, кусок жизни. Слава богу, он закончился. Все, я рад, что он закончился. Я на самом деле тоже рада, потому что Спасибо. это очень большая победа. Спасибо. Эгегей и все такое. Да. Но ты знаешь, мне все-таки удалось раскопать какую-то странную информацию, о тебе. Есть один женский форум, где обсуждают очень много разных людей, в том числе тебя. Так. И единственная такая скользенькая информация появилась, что якобы ты расстался с девушкой, которая была с тобой весь тот период. Правда ли это? Это не якобы, это так и есть. Что послужило причиной? К сожалению, мы не сошлись в некоторых вопросах. Потом в человеческих. Это великолепный человек, она мне очень сильно помогла, и я очень сильно обязан, и мы до сих пор общаемся. И, кстати, сегодня я поеду на встречу с ней вечером, но, к сожалению, мы не можем быть вместе как пара. Так уж вышло. Не чувствуешь, что это немного попахивает зашкваром, что типа девушка тебе помогла, или она тебе... Как это все было? Я просто не считаю, что нужно резко жениться на всех людях, которые тебе помогают. То есть я очень сильно к ней отношусь с таким очень теплым каким-то отношением, хорошим, да, но есть вещи, которые неприемлемы, и они случились. Окей. Ну, хорошо. Вернемся вообще к твоему основному делу, татуировке. Так. Расскажи немного об вот этой тусовке. Как люди общаются между собой? Действительно ли все так друг друга любят или на самом деле ненавидят? Расскажи инсайдерскую информацию, раз ее нигде нету. Ну, меня все ненавидят. Я шучу, конечно, нет. Но есть какие-то злые языки, которые говорят гадости, но я думаю, что это обо всех людях. Так или иначе, какие-то склоки происходят вне. Ну, благо, что мне в лицо никто это не говорит. Может быть, потому что я стараюсь быть хорошим, может быть, потому что боятся, я не знаю. Но в целом та тусовка, с которой я общаюсь, татуировочная, это хорошие ребята и девчата. Мне очень нравится, что они все дружные, что они компанейские, приходят на помощь, спрашивают советы, дают советы и адекватно реагируют на то, что происходит вот внутри этого комьюнити. Конечно, много и, скажем так, и говнарей, и каких-то завистливых людей и так далее, да, но я просто стараюсь с ними не общаться, вот и все. Это их выбор, на здоровье. Как ты думаешь, вот это внутреннее общение, оно происходит именно из-за какой-то выгоды, что у кого-то можно чему-то научиться, спросить, или это действительно какие-то интересы? Я думаю, что в какой-то момент моим друзьям перестало интересно со мной общаться. Им стало неинтересно общаться. Потому что я в какой-то момент стал задротом татуировки. То есть я вот где-то что-то увидел, а вот этот туда поехал, а вот этот такую студию открыл, а вот у этого классная книжка вышла. И я всю свою жизнь посвятил татуировке. И об этом можно разговаривать только с татуировщиками. В какой-то момент этим татуировщикам, таким же, как я, им не с кем общаться. Они начинают общаться друг с другом. У кого-то есть интересы там, по музыке, у кого-то по путешествиям, у кого-то по машинам, а у кого-то по татуировкам. И вот мы в этом всем сами между собой варимся и встречаемся не только на конвенциях, да, или на каких-то мероприятиях, но и просто между собой в директе, в Инстаграме, в WhatsApp и где-то еще. Это люди из разных городов в комментариях с друг другом пересекаемся. Это прикольно, что мы из одного теста. И, на мой взгляд, это вполне себе современное общение без какой-либо выгоды. Ну какая выгода? Сказать привет чуваку из Магадана в комментариях? Ну какая? Прикольно, что мы с ним одинаково мыслим. Я в Москве, он в Магадане. А ты, получается, работаешь уже лет, поправь меня, если я ошибусь. Первую татуировку я сделал в районе 10-го года. Ну, не могу сказать, что это была работа, это был мой друг там на кухне и так далее, да, то есть какое-то такое начало. Начало 11-го года, конец 10-го, где-то так. То
То есть потом, получается, ты бьешь на кухне, потом попадаешь в тусовку, у тебя начинает идти твое развитие как мастера. Какие люди помогали тебе или находились с тобой в это время, когда ты становился именно профессионалом в этой области? Я сначала ходил по разным студиям, оббивал пороги, чтобы... Я не умел татуировать. У меня было какое-то портфолио рисунков, абсолютно говняных. Но на тот момент я думал, что они уже достойные. Я ходил по студиям и говорил, возьмите меня там уборщиком, администратором, кем-то там еще. При этом у меня была достаточно хорошая, высокооплачиваемая работа. Но я готов был к этому дауншифтингу, чтобы немножко изнутри эту кухню понять. Но меня везде развернули, сказали, нет, чувак, ты безнадежен вообще, все, до свидания. И я понял, что надо просто идти забиваться. Нашел человека, его зовут Сережа Петров. К сожалению, он уехал уже из Москвы. На тот момент он делал классный традик. Я говорю, Сереж, давай у тебя забьюсь. Все, вот по прайсу, который скажешь, но я буду задавать тебе вопросы в процессе, смотреть, если ты не против. Он такой, да, конечно, без проблем. И я к нему приезжал на сеансы, он меня бил, и в этот момент я с ним как-то там консультировался, обучался, так сказать, аудиально. В какой-то из сеансов я говорю, вот мне друзья подарили китайскую машинку, набор, ну все как надо, вот это, да, вот прям такое. Я говорю, я бы хотел нормально купить, чтобы начать уже с хорошего оборудования. Он такой, ну окей, я тебе сейчас типа покажу, как это делается. Кстати, там же я встретил впервые Коку Кокина у Сережи дома. Это человек, на котором я увидел впервые классные татухи на шее. То есть у него руки, по-моему, зеленого, синего цвета. Я думаю, прикольно. Мы сели в тачку, поехали на Хохловский переулок. Там что-то все жутко, какой-то дворик, темно, это еще осень была, все мерзко, дождь. Я думаю, бля, куда мы идем вообще? А Серега выглядит, ну, не знаю, как бандит из Ростова, ну, вот он так выглядит, огромный, с усами там. Привет всем бандитам из Ростова. Да, вот мы поднимаемся по этой лесенке, какой-то домофон звоним, все прокурено вообще, жесть какая-то. Это был, вот, собственно, 10-11 год. Поднимаемся, и там сидят странные чуваки и говорят про слово «наколки», вот именно не татухи, и обсуждают слово «наколки». Потом выяснилось, что это был, собственно, Влад Блат, один из этих людей, а второй был Дима Кузьмичев, который сейчас в Нью-Йорке работает. Ну и Серега говорит, вот, Миша Картон еще выходил как раз, а Миша Картон выходил очень пьяный, и он такой даже нас не заметил, и куда-то уполз там с лестницы. Это же Картон. Да, в итоге, говорит, Сережа знакомит нас, это Дима, это Владик, все очень... Ну, добродушно ко мне относятся. Я думаю, почему так? Во всех остальных студиях как-то снисходительно было, тут все очень добродушно. И Сережа говорит, вот это Ренат, ему нужна классная тату-машинка для контура. Ну и Владик говорит, ну пойдем. Заводит меня. Там еще не было никаких татуировщиков, никакой так называемой мастерской. Это все как-то было так. Бардак был адский. Вот, Владик заводит меня, говорит, ну вот, там что-то из шкафа какого-то достал машинку, вот ее там в свое время мне там продал, там, или речной, там, или что-то еще, я ее типа докрутил, вот сейчас типа классная тачка. Я такой, окей, там сколько-то денег заплатил за эту машинку, я даже не помню сколько. Ну, в общем, какие-то такие нормальные деньги, не большие, не маленькие, абсолютно адекватные. Я с ними постоял, они там пообсуждали, я думал, офигеть, атмосфера, там еще дико воняло палками-вонялками, вообще просто невозможно. Ну и все, попрощались и ушли. Потом Серега мне там татуху доделал. И так я познакомился с Владиком. И с Димой Кузьмичевым. И как-то потихоньку начали мы общаться, переписываться. И вот эти люди там довольно круто ввели меня в тусовку. Не то чтобы так оно... Это какой-то эталон тусовки, да, или эталон ввождения в тусовку, ритуал. Нет, это просто вот у меня так произошло. Это было очень интересное знакомство, которое впоследствии, конечно, круто повернуло дальнейшее мое развитие. То есть по факту получается, что ты работаешь на тачках Влада по дружбе? Ну... Признайся, он тебе доплачивает, он бьет тебя. На самом деле ту машинку я продал через год, но я ее потом выкупил обратно. Эту машинку я выкупил обратно, потому что она действительно классная, но она мне уже не подходила по моему уровню. И я ее подарил своему близкому другу, который начал татуировать. Я подумал, что очень будет символично, что в свое время я начал на этой машинке, я нашел ее, выкупил обратно и подарил своему другу, чтобы он... И она до сих пор есть, он, не знаю, работает, не работает, но она существует, эта машинка. Слушай, а много изменилось с того времени в самих тачках, в настройках тачек? Почему ты так остаешься верен именно Владу?
Ну, Именно его тачка? Не то чтобы я верен Владу, да, или там его тачкам, нет. Просто есть какой-то базис, на котором я строю свои татуировки. Это просто жирные полоски. Да, в начале карьеры они были вообще ультра жирные, я колол какими-то иголками размерами с мизинец, и ни одна тачка, которая попадала мне в руки, не могла толкнуть эти иголки. Я перепробовал все вообще, там и воркхорсы, и такие, и российских билдеров, и украинских билдеров. Ну, адекватно ничего не могло толкнуть так, как я бы хотел. Классные были тачки, да, но, видимо, не для меня, либо не для этого действа. И как-то мне попала в руки просто железная тачка, контур, черная какая-то, не знаю, как она называлась, не было туда пролайнеров, там ничего, просто тачка для контура. Я взял и на какой-то жирной жопе, типа, провел полоску и такой, ну, типа, классно, так можно с первого раза. Все, и эта тачка там до сих пор со мной, и все с ней классно. И впоследствии я перепробовал, типа, пытался совершенствоваться, пробовал разное, роторы, так, сяк. Ничего круче, чем контур отклада, я пока что не попробовал. Может быть, кто-то и делает, но я не встретил. Кто-то говорит, что вот шумная, кто-то говорит, что вот там тарахтит как-то еще. Да мне пофигу. Ну, типа, она колет то, что я хочу. Все, этого достаточно. У тебя есть вообще желание как-то поучаствовать в создании тачек? Какой-то дизайн придумать? Вы обсуждаете это Ну, с делали Владом? мы уже дизайн, это было в 2014 году как раз. Да, мы делали такой морской был дизайн, очень симпатичный. Сейчас обсуждаем новый дизайн, плюс было бы интересно самому покрутить эти гайки, но это больше с точки зрения фана. То есть это какой-то такая приколюха, которой я бы с удовольствием занялся, но не ради того, чтобы производить тачку, а просто мне прикольно было бы это сделать. Сколько ты зарабатываешь? Ну давай, говори. Не очень много. Ну, на часы Майкл Корс пока не заработал. Мне кажется, кому-то можно передать привет сейчас. Ну, на хлеб с водой хватает. Скромно, скромно, да. А что ты делаешь еще помимо татуировок? Может быть, какие-нибудь... Я пытаюсь сделать удобный спектр услуг для моих клиентов. Что это значит? Это, то есть, когда ты, например, приходишь в магазин за хлебом и водичкой, ну, какой-то там супермаркет у дома, к примеру, ты подходишь на кассу с хлебом и водичкой и видишь, что там еще есть там, презервативы, жвачка, что-то там еще, и такой, о, кончились презервативы. И ты берешь. Ты не идешь в отдел презервативов. Нет такого отдела, во-первых. Да? Во-вторых, это такая аксессуары, которые лежат на кассе и просто на ход ноги. Когда человек делает татуировку, что ему нужно? Ему нужно дать там, пеленочку, пластырь, все это мы даем бесплатно. Но также есть кремы по уходу, которые не даем бесплатно, да, и мне никто не дает бесплатно, я бы рад давать бесплатно. Вот. Также есть мерч для людей, которые не связаны с татухой или просто которые приверженцы. Например, пришел муж, забился, хочет жене сделать подарок или какую-то индульгенцию получить, да, он там берет футболочку жене или там какой-то значочек или носки симпатичные. И, в общем, этим мерчем я занимаюсь. Это небольшой процент от моего дохода, но он есть. И мне это удовольствие доставляет, и, как оказалось, это доставляет удовольствие не только моим клиентам, но и коллегам, потому что как-то мерч зашел. Он нравится, я стараюсь качественно делать, сам его ношу. И пока что все довольны. Почему бы и нет? Круто. Есть еще какие-нибудь идеи, планы или еще что-то? Планов достаточно много, и, в общем-то, вполне они реализуемы. Я думаю, в 2018 году будем более масштабно этим заниматься, включая и мерч, и разнообразить, в общем-то, ассортимент хочется, и какие-то цветовые решения, и формы, и так далее. И если все пойдет в том же ключе, я не знаю, как бы, чем черт не шутит, может быть, это будет какая-то дополнительная площадка, какой-то шоп, может быть, или что-то еще. Ну, то есть ты больше уходишь в такую некую творческую стезю, которая не совсем связана с татуировкой. Может быть, что-то ты планируешь делать именно в направлении татуировки или все-таки вот... Татуировка никуда не денется. Татуировка это, ну, то есть кто-то говорит, что вот есть там лайфстайл, вот у меня отдельные татуировки, вот отдельно у меня путешествие, что-то еще. Нет, татуировки и есть мой лайфстайл. И вокруг татуировки уже налепляется весь мой остальной лайфстайл. То есть это такой базис, это корень, вокруг чего все вьется. Мне это очень нравится, я к этому шел, к этой жизни, к этому именно такому позиционированию себя, я в этом нашел себя. И все, что будет налепляться сверху,
Да, круто, что, неважно, что это будет, да, там, мерч, музыка, путешествия, интертеймент какой-то, съемки, все равно, да, это будет, я думаю, что я буду стараться делать хорошо, по крайней мере, по совести. Как-нибудь ты хотел бы передать свой опыт людям, или учишь ли ты людей, как-то взаимодействуешь с ними? Как это у тебя происходит? Пока что это происходит на уровне индивидуального какого-то, ну, не назовем это обучение, да, это каких-то советов, так скажем. В перспективе было бы круто поделиться тем, что я умею делать хорошо. Я не могу сказать, что я делаю там супер клевые татухи. Да? Я делаю хорошие татухи. Они качественные, они вполне себе достойные, они высокого уровня. И ты их хорошо продаешь, кстати. Ну, наверное, если их покупают, да, и всем нравится, то, видимо, да, видимо, я их хорошо продаю. Ну, подожди. Очень много сейчас татуировщиков, которые классно это делают, классно татуируют, но при этом не могут себя показать, подать, не знают, каким образом презентовать себе, а конкуренция в современном, скажем так, мире интернета, мы же не через газеты продаемся, да? Из рук в руки. Не из рук в руки, да. Конкуренция растет, и даже ребята с плохим уровнем татуирования могут достаточно быстро подняться за счет классной поддержки, там, пиара, маркетинга, чего-то еще. Вот в свое время я как-то наловчился это делать, или, может быть, это там какая-то прошлая школа мне помогла, да, и было бы круто, ну, давно уже вынашиваю эту идею, было бы круто этим поделиться с ребятами, те, кто начинает сейчас, может быть, те, кто из старой школы, но подзавис немножко, да, не успевает идти в ногу со временем, своим примером именно, не как надо делать, а как у меня получилось сделать хорошо. Возможно, на этой базе кто-то для себя что-то почерпнет. Знаешь, есть такое выражение, что учитесь не на удачах людей, а на их провалах. Так. Много ли у тебя было провалов, благодаря которым ты людям можешь сказать, как не надо делать, например? Дофигища. Если бы кто-то в самом начале моего пути сказал мне, вот тебе, не знаю, мастер-класс «Как бывает», я бы, ну, то есть я помню даже, у меня была сумма на руках где-то 50 тысяч рублей там. И этот полтинник я был готов запулить на энциклопедию под татуировки. Ну, вот такая, да, условная какая-то штука. Но никто почему-то полтинник это не взял у меня. И мне пришлось наступать на все грабли, которые существуют, покупать говяные тачки, там, иголки, оборудование, работать в каких-то условиях непонятных, искать клиентов непонятно где. И вот через все это дерьмо я прошел, и прошло там сколько-то, 6 там, лет. Да? И уверен, что можно сократить этот путь. Ну, реально можно. Сказать, что вот не надо вот так делать, будет плохо, мы это уже проходили, мы все татуировщики все это прошли, сделайте сразу хорошо, вот и все. И если бы тогда было классно, я бы готов отдать полтинник тогда. Если в 2010 году это был полтинник, сейчас это там в 5 раз дороже. Вот. Ну, не знаю, кто-нибудь пойдет на такие вещи за 250 кусков. Ну, в принципе, если бы мне еще предложили, может быть, я снова сходил. То есть ты реально готов этим делиться? Почему нет? Почему нет? Класс. Как бы, конкуренция в России, конкуренция, в принципе, в любой среде, она дает тебе только пинков под зад. Это значит, что культура развивается. Ты сам должен не стоять на месте, должен смотреть на молодых, смотреть на старых, как бывает, смотреть на Запад, смотреть на лучших, смотреть на худших, кто там обосрался, кто, наоборот, поднялся. Почему это произошло? Это же круто, это живая движуха. Если нет конкуренции, ты сидишь себе, не знаю, в каком-нибудь вонючем городишке, в вонючей студии один и колешь всякое говно и думаешь, что ты бог. Ну, скорее всего, это ошибочное мнение. Окей. Смотри, то есть мы сейчас, я тебя вижу как такого человека, как татуировщик, как медийную личность, как просто хорошего персонажа, которого все любят даже на жутких форумах. А сейчас я женских, да, кстати. Сейчас я тебя вижу как некого предпринимателя, который готов делиться опытом и передавать свое знание людям. Но у меня остался один вопрос. Кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? И мне кажется, я уже не вырасту. Но, с другой стороны, маленький рост – это плюс во многом. На это уже очень много шуток, я люблю иронизировать. Я не буду говорить, что я хочу там развить тату-культуру, там что-то еще. Я хочу, чтобы из ремесленничества, из вот того, что сейчас происходит, все классно развивается, все супер, да, татуировщики
повысили круто свой уровень за последние года, чтобы из подвалов и каких-то келей это все выросло в нормальную классную индустрию. Мы с тобой как-то обсуждали, что если люди, которые занимаются маникюром и цветными волосами, нас уже переплюнули в интертейменте, в шоу, в подаче, в кайфе, да? Правда. Точно, будь здоров. Да, то татуировщики, ребята, модные, на стиле, делают классный продукт, ну, реально кайфовее, чем ногти, ну, на мой взгляд. Да, ну, по крайней мере, более живучий. Почему мы-то в жопе? И вот если мы сделаем, чтобы общественность перестала смотреть как на нас, на наркоманов, на байкеров, на проституток, да, и передадим это в массы, навеем, не знаю, хайпа какого-то, движухи, то для меня это будет классная цель. Я вот к этому иду. Круто. Очень круто. Спасибо тебе за интервью, было классно. Тебе спасибо, приходи. Эй!